Привет! Скоро в новом патче появится новый чемпион. Мой король, вы долго ждали. Теперь пришло время вашей мести. Страдания по всей Рунтере. Они узнают страх, муки, разорение. Они узнают ваше имя. Так, Трэш обращается к своему падшему королю. Давайте я немного расскажу вам про чемпиона и его лор. Также мы разыграем бандл, но об этом позже. Вас я попрошу помочь с продвижением ролика. Для этого просто досмотрите ролик до конца, поставьте лайк и расскажите в комментариях, что вы думаете о падшем короле. А если вы подпишетесь и поделитесь роликом в соцсетях, то это будет 4 из 4. Присаживайтесь поудобнее, мы начинаем. Падший король – одна из самых легендарных фигур в Лиге Легенд. И он, наконец, впервые появится в игре в рамках празднования сезона 2021 года. Рита выпустили тизер нового чемпиона. В синематике падший король, настоящее имя которого Виего, появляется в небольшом мирном районе Рунтеры и несет с собой тьму. Виего сначала берет на себя Лицуана и Сену и использует силу Сены, чтобы попытаться вернуть свою давно потерянную любовь и восстановить свое королевство. Мы видим чемпионов со всего мира, таких как Поппи, Самира, Дариус и Вейн, защищающих свои отдельные королевства от сил Виего. Как только все поражены, Лицуану удается на мгновение задержать Виего и сбежать с Сеной. Ролик заканчивается тем, что Виего получает еще больше силы, а Люциан говорит, что он и Сена не смогут остановить падшего короля в одиночку. Фактически, Райан Мирелис, ведущий продюсер команды чемпионов лиги, сказал, что в рамках истории Виего будут выпущены еще 3 новых чемпиона. Первым будет чемпион с верхней линии, который, по-видимому, основан на ножницах или портняжном деле. Затем появится мрачный Йордл, который будет выполнять роль артиллерийского мага в игре. И, наконец, Riot вкратце упомянули нового стрелка, но не сообщили никаких подробностей за исключением того, что он может сыграть свою роль нетрадиционным способом. Падший король в истории Лиги Легенд в основном связан с предметом, названным в его честь – клинок падшего короля. Это одно из самых узнаваемых и важных видов оружия Лиги. Игроки давно задавались вопросом о его тезке и о том, почему именно его клинок так важен. Фактически, они задавались этим вопросом достаточно, чтобы Riot сотрудничали с Airship Syndicate, чтобы создать о нем целую игру. А теперь немного про лор. Мало кто знает королевство на востоке, далеко за морем, имя которого почти забыто среди руин, усеивающих его берега. Мало кто еще знает его глупого молодого правителя, чье влюбленное сердце было обречено уничтожить его. Теперь, представляя серьезную угрозу для всех, этого человека звали Виего. Второй сын династического короля, Виего никогда не собирался руководить. Вместо этого он жил комфортной жизнью, которая делала его самодовольным и эгоистичным. Тем не менее, когда его старший брат неожиданно умер, Виего, не обладавший ни склонностью, ни способностью к правлению, внезапно оказался коронован. Он не проявлял особого интереса к своему положению, пока не встретил бедную швею Изольду. Он был так восхищен ее красотой, что молодой король предложил ей свою руку, и таким образом один из самых влиятельных правителей того времени женился на крестьянке. Их роман был очарователен, и Виего, который редко проявлял интерес к кому-либо кроме себя, посвятил ей свою жизнь. Эти двое были неразлучны. Он почти никуда не ходил без Изольды, всегда одаривал свою королеву и все свое внимание уделял ей. Виего жил в мире со своей королевой, племянницей Калистой и армией, известной как Железный Орден. Союзники Виего разгневались, не имея возможности заинтересовать его в управлении. И когда нация начала распадаться под его сомнительным правлением, некоторые тайно составили заговор, чтобы положить конец правлению своего нового короля. Между тем враги его нации увидели возможность нанести удар, и гадюки начали кружить. Так однажды появился отравленный кинжал для Виего. Но король был хорошо защищен, и кинжал не попал в цель, но он задел Изольду. Яд подействовал быстро, и Изольда впала в оцепенение, а Виего мог только с ужасом наблюдать, как состояние его жены становилось все хуже. Охваченный яростью и отчаянием, он потратил все до последней монеты в своей казне, пытаясь спасти ее. Не сумев излечить ее, король послал Калисту найти лекарство. Калиста была генералом, которому король доверял больше всех. Он назначил лейтенанта Гикарима занять ее место. Когда состояние королевы ухудшилось, король был охвачен горем и в своей паранойи думал, что люди в королевстве пытаются разлучить его с умирающей супругой.
Король послал Гикарима и Железный Орден сеять хаос и разрушение по всему королевству, чтобы подавить разгневанных диссидентов в своей империи. Между тем прошло много времени, пока Калиста обыскивала весь мир в поисках лекарства, и она узнала о благословенных островах, волшебном месте с живительной водой. Граждане впустили Калисту на свой остров и позволили ей получить доступ к живой воде, чтобы восстановить здоровье королевы при условии, что вода будет использоваться только тогда, когда королева еще дышит. Но все было напрасно. Изольда погибла в своей постели до того, как Калиста смогла вернуться, и Виего охватило безумие. Он отправил свою армию в далекие страны, чтобы отомстить миру за то, что он позволил своей жене умереть. Когда Калиста вернулась и объявила, что найденное ею лекарство теперь бесполезно, скептически настроенный, но разъяренный король запер ее в своих темницах как предателя. Его поиски противоядия стали отчаянными, безумными. Не в силах принять смерть своей жены, все сокровища королевства, каждый клочок богатства были принесены в жертву его стремлению вернуть ее. Когда начались беспорядки, Виего спрятался с телом Изольды, становясь ненавистным и жестоким. Затем настал день, когда король узнал тайну благословенных островов и их воды, исцеляющей любые недуги. Виего с армией отправился в благословенные острова, но их не впустили жители островов, отказавшись обмануть саму смерть. Разъяренный король приказал Калисте убить всех, но когда она отказалась и попросила Гикарима встать рядом с ней, Гикарим и его войска предали ее и ее собственную группу солдат, нанеся им удар в спину своими копьями. Король, не обращая внимания на хладнокровное убийство своей племянницы, послал Гикарима совершить набег на сокровища столицы – Гелию, в то время как он искал воду жизни, чтобы оживить королеву. Со своей огромной армией он штурмовал мирную страну силой, убивая всех, кто стоял у него на пути, пока наконец он не прорвался во внутреннее святилище и позволил своей мертвой жене плыть под благословенной водой. Изольда подняла ужасающий призрак тени и гнева, и в своей боли, гневе, замешательстве от того, что ее вырвали из рук смерти, она взяла собственный зачарованный клинок Виего и воткнула его в его же сердце. Магия воды и древний меч столкнулись, энергия зала взорвалась, разорвав острова и заманив все, к чему прикасалась, мучительную сознательную нежить. Туман вокруг острова навсегда превратился в отвратительный зловещий черный туман. После взрыва благословенные острова превратились в сумрачные острова, навсегда связанные с душой падшего короля, который стал правителем беспокойных, измученных душ. С каждым мучеником черный туман расширяет свое влияние через океан, превращая путешественников в мерзость, которую падший король добавляет к своим легионам нежити. Черный туман еще больше развратил других, таких как убегающий Гикарим. Он и его лошадь слились и превратились в ужасного призрака, отражающего его уродливую личность. Трэш, который обожал руины, восстал как кошмарный демон, который охотится и убивает живых. Калиста стала духом мести, вызванного теми, кто также мстителен. Маакай, изначально защитник острова и его ресурсов, теперь извращенный мстительный элементаль, который сражается против людей падшего короля. И Йорик, посланник мертвых, охваченных туманом из-за своего отказа умереть и теперь способных управлять трупами своих павших друзей, стремящихся уничтожить черный туман. Но об этом Виего ничего не помнит. Его страна превратилась в руины, великие народы поднимались и падали, и со временем даже его имя было забыто, пока через 1000 лет после его смерти Виего снова не встал, и на этот раз он не остановится. Его разум был искажен той же опасной одержимостью, которой он владел при жизни. Непоколебимая безумная любовь Виего подпитывает каждое его действие, каждое его желание, каждое его злодеяние. Смертельный черный туман свободно льется из его разбитого сердца, вырывая жизнь из всего, к чему прикасается, и он использует туман, чтобы прочесать мир в поисках способа вернуть Изольду. Под черным туманом падший король поклялся отомстить миру живых, потому что если он больше не может быть счастлив, то и никто не будет. А теперь давайте посмотрим, что же умеет падший король.
Ну, а теперь самое интересное. Тут все стандартно. Чтобы принять участие, надо подписаться, поставить лайк и написать комментарий с хэштегом Viega. Бандл будем разыгрывать в день выхода чемпиона на лайве. Надеюсь, вам понравилось. Спасибо за просмотр и удачи!